В Новогрудском районе Гродненской области, рядом с озером, расположилась необычная усадьба. Необычная даже не то слово, это единственная в Беларуси усадьба в стиле фэнтези, которая никого не оставит равнодушным. От восхищения до полного неприятия и отторжения. Каждый найдет здесь что-то свое, но без эмоций вы точно не останетесь. Итак, наша небольшая экскурсия сегодня – усадьба Литовка. Местный бизнесмен Сергей Коваль в 2015 году купил здесь участок земли и решил воплотить все свои представления о прекрасном и ужасном, навеянными мифами, легендами и сказками. Посещение усадьбы при жизни бизнесмена было бесплатным. Открыта она была 24 часа в сутки. Это был дар Сергея Коваля людям земли, как он сам это позиционировал. После смерти бизнесмена усадьба по наследству перешла к его дочери и теперь работает по графику с 11 до 19 ежедневно. Стоимость билета 10 белорусских рублей. Также можно заказать экскурсию. В интернете вы легко найдете их сайт с телефонами и контактами. И сразу скажу, что без экскурсовода ехать сюда смысла нет, потому как буквально каждый элемент здесь несет какой-то смысл. И без разъяснения, так сказать, на местности, бродить по усадьбе почти бесполезно. Поэтому в этом видео я постараюсь дать некоторые разъяснения и показать, на что стоит обратить ваше внимание. На входе в усадьбу первое, что видишь, это входные кованые ворота, крашеные в золотой цвет. На них множество символов и знаков, цифры перевертыши 6 и 9, и на самом деле так хозяин усадьбы обозначил год, в котором дом, который стоял на месте этой усадьбы, посещал Владимир Высоцкий, но об этом чуть позже. Есть на воротах и масонский циркуль, и вышка для добычи нефти, христианский знак рыбы, значок перерабатываемых отходов, амулет Хамса, или как его еще называют мусульмане, рука Фатимы, символ Гугла, и венчает все это перпетум мобиле с разноцветными цветными камнями-самоцветами. В общем, неожиданно, и каждый из символов нес некий смысл. На столбе можно увидеть инопланетянина, который, по мнению хозяина, посещал Землю и его усадьбу и не смог улететь, а теперь сидит на заборе и слушает то, что нашептывает ему воробей. Все это фантазии бывшего хозяина усадьбы. Раньше он сам проводил экскурсии, теперь это делают экскурсоводы, но именно в той интерпретации, которая была при жизни владельца. А чего стоит кованый забор, окружающий усадьбу? Именно в том числе и из-за него усадьбу в 2018-м пришлось на время закрыть. Слишком много жалоб было от местных жителей. Кто-то видел в нем дьявольские символы. Эту собаку, этого пса словили, приковали, и он стал добрым. Охраняет плуг. А плуг перекован из меча короля Артура, говорил Сергей. Надо охранять, чтобы не перековали обратно на меч. А еще охраняет, смотрите, рука великана в перчатке, а вторая рука вон на трубе. А карпы на крыше, вот эти огромные рыбы, это карпы кои, так их называют в Японии. И есть легенда. Карп плывет против течения на нерест, ну как осетр тоже, да? И когда он доплывает к истоку реки, он превращается в дракона. После смерти хозяина усадьбы развивать и благоустраивать ее стала дочь бизнесмена. Именно она строит здесь новые объекты, но уже, безусловно, не такие спорные по дизайнерскому решению. Но здесь уже за 7 лет понастроено столько, что больше уже, наверное, и некуда. Воплощать такие фантазии все же это надо обладать определенным складом ума. Но мы же здесь не за тем, чтобы обсудить чей-то вкус, а за впечатлениями и эмоциями. И поверьте, Литовка вам это предоставит в полной мере. Видите это здание с чернильницей на крыше? Это тронный зал, где пишут законы. И если обратить внимание на трон, то это самый низкий из имеющихся сидений. А стулья высоко возвышаются над ним. Так хозяин усадьбы понимал и видел удел правителя, либо руководителя, что возвышает не место, а то, что находится внутри тебя. Не зря же есть у Омара Хайяма изречение: чем ниже человек, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Рядом фонтан, который называется фонтан свободы воли. В центре человек, властелин мира, весь мир у него на ладони, а на груди сидит жаба, которая его душит. Так хозяин видел сущность богатого человека. Всем свойственна жадность, и каким бы богатым ты ни был, все равно жалко денег. Есть же народная присказка: чем богаче, тем жаднее. Еще при жизни Сергей Коваль хотел обустроить фонтан, в который бы посетители бросали монетки. Их бы вылавливали и на вагонетке отвозили на склад, где закатывали в стеклянные банки, которые впоследствии бы выставляли на всеобщее обозрение. Такая метафора – деньги в банке. А здесь бар-гараж с диковинными и необычными предметами, как символ мужской дружбы и возлияния в гараже, где также запрещено пользоваться мобильными. На стене есть кладбище мобильных телефонов, а в гараже полно интересных и необычных дизайнерских решений. От зеркального потолка, в котором под определенным углом стоящего человека он видит барную стойку, до других интересных решений. В гараже много предметов, сделанных по специальному заказу бывшего хозяина в единственном экземпляре. А в витринах за стеклом предметы, которые часто есть в гаражах любого мужчины, и даже камни из фильма «Пятый элемент». Заметили? Этот отдельно стоящий дом – это адская спальня, которую хозяин построил для друга, который слишком много выпил. Его принесли в эту комнату, в которой стоит кровать. И если вы попробуете на нее лечь, то увидите на потолке демона, которого и видел тот, кто просыпался на этой кровати. Но это, пожалуй, слишком неоднозначная комната. Боюсь, YouTube забанит это видео, если я в ней все покажу. Скажу только, что, как рассказала экскурсовод по требованию контролирующих органов и санэпидемстанции, из этого помещения все же убрали некоторые предметы. Сама территория усадьбы небольшая, но много каких диковинок на ней успели расположить. И Вавилонская башня, и вечные двигатели ваших желаний. Много чего здесь есть интересного. Просто потому, что и ночью он еще и светится. И да, он, во-первых, заставляет людей рассмеяться, удивиться. Можете попробовать сами. А здесь на столбе рядом с инопланетянином его оружие – фуфломет. Внизу, рядом с вертолетной площадкой, на которую по задумке автора должны были приземляться главы государств, да-да, вы не ослышались, так и задумывалось, находится символ, ставший уже визитной карточкой литовки – это дух леса, а также падший ангел, который упал, потому что и у него опустились руки-крылья. Тут скорее аллегория, если сдадитесь, то можете упасть. А почему? Потому что когда у нас опускаются руки, на кованом заборе много фигур, что-либо обозначающих. Все здесь не просто так установлено. Например, видите руку? Вторая рука с копьем на доме. Так, по задумке автора, литовку охраняет закопанный под ней великан. Только руки, обнимающие усадьбу, торчат наверху. А теперь войдем в дом, который расположен в центральной части усадебного комплекса. Именно на его месте в 1969 году стоял дом и сеновал, в котором останавливался Владимир Высоцкий, а история такова. На Новогрудчине в 1969 году снимали фильм «Сыновья уходят в бой». Гостиница в Новогрудке, в которой разместилась съемочная группа, Высоцкому тогда пришлась не по душе, очень манила его природа. Он надеялся снять комнату в деревянном доме на озере. На месте этого дома сейчас и находится усадьба Литовка, но Высоцкий хозяйке не приглянулся, невысокий, в свитере под горло, в курточке нараспашку, и она ему отказала, предложила сеновал. Там неприхотливый Барт и обосновался, и Марина Влади, которая приехала к Владимиру в Литовку прямо с Московского кинофестиваля, ночевала там же, на сеновале. Тогда родилась одна из самых лирических песен Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат». К чести хозяйки, под впечатлением от французской дивы в голубом брючном костюме, она все-таки нашла возможность пригласить романтическую пару в дом. И чтобы запечатлеть эту историю, здесь отвели комнату памяти Владимира Высоцкого. А также раз в год на озере Литовка проводится фестиваль бардовской и авторской песни памяти Владимира Высоцкого. Песня «Музыка сердец». Много диковинок есть в этом доме, помимо всего прочего. Например, резонатор в потолке, стоя под которым звук резонирует как эхо. Стоит только сказать «Ом».
Из необычных предметов, которые мне запомнились, например, вот этот шкаф, на дверке которого зеркало, и если стать прямо перед ним на уровне разделительной красной линии, то вы не увидите собственного отражения. Они отражаются в зеркалах кто? Правильно, вампиры и нечистая сила. Лично мое впечатление после посещения – интересно, необычно и не банально. Из нашей экскурсионной группы не всем понравилось, но, безусловно, без эмоций вы оттуда не уедете. Это и есть такое необычное место, призвано дарить эмоции и впечатления. В полной мере литовке это удалось. Никто не уедет отсюда равнодушным. Есть тут, помимо всего прочего, и дом гномов, в котором можно подержать посох желаний и загадать самое сокровенное. Много чего, что я не показала, потому что все это вы обязательно увидите сами, если приедете в Литовку. Снимать было в этот раз очень тяжело, потому что было очень много людей. Но я надеюсь, что видео получилось и вам понравилось. Если так, ставьте лайк, пишите комментарии, были здесь или планируете побывать. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!